Сборка мотора уже завершена, и осталось только одеть тросики на дроссельную заслонку. Один от круиз-контроля, а второй от педали газа. И вот посмотрите, с чем я столкнулся. То ли я неправильно что-то собрал, то ли тросик растянулся. Ну, сам тросик растянуться, скорее всего, не мог, пока мотор капиталился. Скорее всего, где-то что-то я неправильно собрал. Ну, вспомнить, как было раньше, я не могу, так как я не обратил на это внимания. Вот смотрите, какой момент. Насколько у меня стал провисать тросик педали газа. Вот этот тросик, не обращайте внимания, это тросик от круиз-контроля. На него не обращайте, значит, внимания. Мы сейчас будем разбираться с тросиком педали газа. Обратите внимание, насколько он провисает. Чтобы, то есть, дроссельная заслонка стала открываться, посмотрите, с каким усилием нужно продавить, точнее, насколько продавливается тросик педали газа. Конечно, это никуда не годится. Первым делом нам нужно найти болт с диаметром 8 мм. И желательно, чтобы этот болт был все-таки со строительного магазина, потому что металл в этих болтах гораздо более мягкий, чем в автомобильных. Помимо этого нам понадобится еще несколько гаек. Величина гаек зависит, высота гайки, да, зависит только от того, насколько растянулся тросик дроссельной заслонки. После того, как подберем болт нужного размера, нам нужно будет сделать разрез вдоль тела всего болта. Глубина самого реза должна соответствовать диаметру тросика дроссельной заслонки. Далее будем сейчас отрезать вот эту вот шляпку. По итогу у вас должно получиться следующее. Вот такая вот бабышка. Сквозное отверстие вдоль тела всего болта. Берется две гайки. Одна гайка желательно, чтобы была с шайбой. Развести гайки нужно для того, чтобы компенсировать длину растянутого тросика. После того, когда вы найдете ту длину, на которой у вас вытянулся тросик, между двух гаек нужно будет поставить несколько шайб. И потом эти две гайки можете затянуть между собой, они уже не раскрутятся. Под капотом я снял тросики. Это нужно для удобства, чтобы потом можно было беспрепятственно одеть бабышку там, где педальный узел находится. Вообще, прежде чем изготавливать бабышку, нужно измерить величину, на которую растянулся тросик. Напомню, что я все под капотом освободил две бабышки, которые идут к дроссельной заслонке. Поэтому у меня он настолько здесь и выдвинут. На самом деле он у меня растянулся буквально на 15 миллиметров. Сомневаюсь, что тут получится нормально вам заснять, как я буду одевать бабушку, но тем не менее попробую. Так. Вот видите, вот этот вот разрез, который... Где тут он? Вот он как раз таки нужен для того, чтобы сейчас
тросик мог... О, блин, ничего. Блин. Мог в него как раз таки поместиться. Вот так вот. Видно вам, да? Или не видно тут? Так. Та гайка, которая имеет шайбу на конце. Ой, блин. Вот она, да? Где там она? Видна вам, не видна? Вот, ее мы одеваем первой. Эта шайба будет упираться в вот резиновую часть педали. Ну просто, блин, упала. Я же говорю, что это будет сделать очень сложно. И снять, и показать все это дело вам. Так. Шайба просто на гайке, вот этой вот, выполняет просто дополнительную опору, служит просто опорой, не более. Накручиваем все это дело. Блин. Так. Надо было прогнать резьбу. Ладно, технический перерыв, подождите. Вообще, знаете, что я хочу сказать? Это уже превращается не в ремонт, а в какую-то борьбу за спортивный интерес. Кто кого, она меня или я ее. Если вы только знали, сколько всего за кадром остается по ремонту этой машины, ну там целый экшен на самом деле. Просто я еще не все снимаю, не все вам показываю, через что мне приходится пройти, ремонтируя эту машину. По итогу у вас должно получиться следующее. Вот эта вот шайба, гайка, точнее, с этой шайбой, она должна прижиматься к этой вот резиновой детали для лучшей, видите, опоры. То есть можно было бы вот эту поставить меньше туда, но когда есть гайка наличие шайбой, то лучше сюда станет, конечно, соответствующая гайка. Но по итогу у вас вот что должно получиться. Вот тросик идет через тот разрез. Вот так вот это все выглядит с обратной стороны. Ну, вот. И вот смотрите, после того, как вы сюда подберете шайбы, то есть вы вот этими гайками раздвигаете, получается, разводите эти гайки, компенсируете ту длину, которая у вас получилась лишняя. И потом вот, после того, как вы нашли эту длину, сюда вот подкидываете шайбы нужного количества. И все, и закручиваете эти две гайки, то есть одна относительно другой, для того, чтобы они, ну, то есть зажимаете их, для того, чтобы они не могли как-то там разойтись. Ну и все. И забывайте об этой проблеме навсегда. Все, всем пока. И до новых встреч. И не забудьте обязательно поделиться этим видео. Напишите нам в комментариях, кто там что думает по этому поводу. Давайте покажу вам результат. Вот этот тросик, то есть это вот тросик от круиз-контроля, а это тросик педали. Смотрите, ничего не провисает.
покажу вам все одним кадром. Шайбы еще сюда не поставлены, по той причине, что их надо купить. Надо зайти будет в строительный магазин, ну и что-нибудь там подобрать. Ну, вы сами себе шайбу подберете нужной толщины. Поближе. Опа. Вот так. Покажу. Все. Всем до новых встреч.